2026 год только начался, а компания LEGO уже радует нас множеством классных наборов, один из которых сегодня у меня на обзоре. Если кратко, то это просто must-have, ребята, а если хотите подробностей, просто досмотрите это видео до конца. Поехали! Для начала распакуем коробку и взглянем на содержимое. Внутри нас встречают 5 пакетиков и небольшой, подчеркиваю небольшой, листик с наклейками. Набор состоит всего из 357 деталей, поэтому сборка много времени не занимает. Но каждый раз я ловил себя на мысли, что количество печатных элементов тут просто зашкаливает. При цене в $28 цена за деталь здесь составляет всего 7,8 цента. Учитывая нынешние цены наборов LEGO, это практически даром. Так, при всем при этом, в нем практически нет минусов. Но обо всем по порядку. Начнем с фигурок набора. Фигурка доктора Брауна появлялась уже 3 раза, но говоря об этой версии, стоит отметить отличную детализацию его принтов. Тут нашлось место даже для его часов, которые показывают точное время из фильма. Марти Макфлай, как и подобает, одет в красный жилет. Этот элемент изначально был разработан для серии Dreams, и сюда он, как видите, вписывается просто отлично. Ну а если его снять, то можно лицезреть не менее детальный торс, чем тот, который имеет сам Док Браун. Ноги фигурок принтов не получили, но зато каждая дополнительно имеет двусторонние головы, причем голова доктора Брауна уникальна. Мне также нравится пластырь на его лбу, который появился сразу после того, как Док ударился и придумал конденсатор потока. Теперь поговорим об основной постройке. Сама модель DeLorean достаточно точно воспроизведена в форме LEGO, пропорции выглядят отлично. Сочетание гладкого кузова со всеми этими сложными механизмами сзади находится в балансе и полностью соответствует автомобилю из фильма. Любопытно, что на поверхности всей модели находится лишь 8 выступающих шипов LEGO, что делает эту модель практически идеально ровной. К минусам можно отнести разве что небольшие зазоры лобового стекла, которые немного раздражают, но, к счастью, издалека не видны. Если его убрать, то мы видим, что для фигурок места тут достаточно, а сам салон имеет знаковые для этого автомобиля элементы, такие как конденсатор потока, приборную панель с временными контурами и панель с показаниями загруженности камеры плутонием, которая представлена наклейкой. Как упоминалось ранее, наклеек тут немного, это буквально несколько полосок на дверях, которые не попадают в тон самих деталей. Решетка со значком DMC, которая наклеена на новом склоне 3×1. И красивая надпись DeLorean в задней части авто. В общем-то и все. Все остальное это принты. Говоря о минусах, стоит упомянуть сами двери. Здесь, к сожалению, нет возможности открыть их вверх, как в оригинале. Их в принципе нельзя открыть. Зато есть другая классная функция. Благодаря дополнительным элементам вы можете воссоздать модель из второй части фильма. Прикрепляем вот такие детали с крючками на днище авто. Устанавливаем колеса и доработку под названием Mr. Fusion. Меняем номерной знак и готово. Очень классная функция, хотя мне по нраву больше оригинальная модель этой легендарной машины. Тут, кстати, нашлось место для одной маленькой и приятной пасхалки, которая прячется не в самом наборе, а на страницах инструкции. Шаг постройки номер 88, а точнее сама цифра, выполнена в виде цифр спидометра DeLorean, напоминая нам, что 88 миль в час – это необходимая скорость для путешествий во времени. Конечно, при помощи этой модели вам не удастся покорить время и попасть в будущее, а вот интересно провести минут 50 в нынешнем легко, на это набор способен. Опыт строительства, который вы получаете, собирая этот набор, выше всяких похвал. Я прям кайфанул и даже стал лучше относиться к серии Speed Champions. Так что не упустите свой шанс и хватайте эту горячую новинку января. Ну и конечно, подписывайся на канал и ставь лайк. А самых активных любителей LEGO жду в комментариях для обсуждения этого набора. На этом все. Всем пока!